Приветствую, дорогие друзья! Очень приятно, что вам понравилась эта работа. Когда я вязала эту композицию, мастер-класс я решила не записывать, потому что не знала, будет ли интересен ли такой формат вязания. Но так как поступило очень много вопросов и просьб о мастер-классе, что мне было очень-очень приятно, я решила видео записать. Назову я эту композицию «Инь-Ян» благодаря вам. Итак, краткий обзор по игрушке. Две фигуры, они вяжутся абсолютно одинаково, просто из белой и черной ниточки. Также отдельно вяжем сердечко и символ бесконечности. Затем композицию, вот эту все детали сшиваем. Вот, в принципе, вяжется достаточно просто. Композиция получается очень устойчивая. Ее можно разместить на ровной поверхности, в принципе, где вам будет угодно. По материалам сейчас расскажу. Я вязала из ниточки Ярнард Этамин. Напомню, в 30 граммах 180 метров. Цвет белый 421, черный 422 и красный для сердечка 434. Также потребуется холофайбер, крючок номер 1 я использую, ножнички, понятно, сантиметровая лента и иголочки. Иголочки вот такие для пришивания и для разметки. Вот это, в принципе, и все. Каркас я здесь не использовала. Так как я знаю, что некоторые подписчицы хотят успеть к празднику, а осталось время совсем немного, то сразу начнем вязать уже в этом видео. И начнем с простых деталей. Это ручки, символ бесконечности и сердечко. А фигуру уже будем вязать в следующем видео. Как раз у меня будет время отснять материал. Приступаем. Начинаем с ручек. Я буду вязать белой ниточкой для того, чтобы лучше было видно на камеру. Итак, первый ряд 6 столбиков в кольцо амигуруми. Делаем колечко. Вяжу я методом крестики, для того, чтобы полотно получалось более плотным и лучше держало форму. 1 столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Колечко стягиваем. Ставлю маркер для обозначения начала ряда. Второй ряд. 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. С первой петелечки. Хвостик я буду ввязывать. Метод крестики напомню, когда крючком мы подхватываем ниточку сверху. Если вы будете ниточку подхватывать снизу, то схема перекрутится, в общем, перекрутятся детали, так что обратите на это внимание. 1 столбик, первая, прибавка, второй столбик, вторая, прибавка, третий столбик, третья, прибавка. Провязали второй ряд, у нас получается 9 петелечек. Теперь с 3 по 29 ряд вяжем 9 столбиков без накида. Третий ряд провяжем вместе. Итак,
1, 2, 3, 4, 5, 6, вот шестой, 6, 7, 8, 9. И вот этот ряд, вот такой ряд мы повторяем, пока не провяжем 29 ряд. И должна будет получиться вот такая ручка. Встретимся, когда провяжем. Да, и по мере вязания не забываем наполнять ручку холофайбером. Довязала 29 ряд. Вот такая ручка получается. Теперь делаю соединительный столбик. И ниточку отрезаю, оставляя для сшивания подмышек. Маркер убираю. Вот таких необходимо 2 белые ручки и 2 черные. Теперь свяжем символ бесконечности. Схема на экране, а для новичков покажу. Снова делаем кольцо амигуруми и вяжем точно так же 6 столбиков без накида. Это первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова стягиваем. Беру маркер. Сейчас у нас 6 петелечек после вязания первого ряда. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Снова с первой петелечки и в каждую делаем по 2 столбика без накида, то есть 6 прибавок. Первая, прибавка, вторая прибавка, в следующую третья прибавка, четвертая, прибавка, пятая, прибавка и шестая прибавка. Провязали второй ряд, и у нас получается 12 петелечек. И теперь вяжем, начиная с третьего ряда, вяжем по 12 столбиков без накида, пока провяжем длину 23 сантиметра. Напомню, это если вы вяжете ниточкой такой же, как я, это мин, тоненькая. Если вы вяжете из другой пряжи, то тогда лучше сначала связать тело, а потом уже прикладывать и смотреть, какая длина вам необходима. Ряды я здесь не считала, я ориентировалась только на сантиметры. Но вы можете начать, все равно провязать какую-то часть, а потом уже приложить и посмотреть, сколько точно будет необходимо. Ну а если из такой ниточки, то 23 сантиметра.
Третий ряд сейчас провяжем вместе, для того, чтобы показать еще раз. Вот. Хвостик этот я уже убираю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И повторяем так, пока провяжем необходимую длину. Я сейчас провяжу немного и покажу, как прикрепить черную ниточку. Немножко провязала. И вот, допустим, вы провязали уже 23 сантиметра. Приложили сантиметровую ленту, померяли, длина подходит. Затем делаем, присоединяем черную ниточку. То есть делаю 2 петелечки на крючке и закрываю черной. Вот таким образом. Белую подтягиваем. Немного ввязываю белую нить. То есть я вяжу уже со следующей петелечки. 1. И ввязываю вот этот черный хвостик и белую нить закрепляю. Сейчас сверху вот так вот. 1. Следующую петелечку. 2. 3. Этот хвостик я уже убираю. 4. И белую тоже уже не ввязываю. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Белую ниточку я затем отрезаю, оставляя хвостик небольшой, который спрячу вовнутрь, и продолжаю уже черной ниточкой вязать 23 сантиметра. В каждую петелечку точно так же по 12 столбиков без накида. И когда провяжу вот эти вот 23 сантиметра черной, делаю соединительный столбик, так же как на ручке мы делали, и ниточку отрезаю, оставляя для сшивания, чтобы потом вот здесь это место соединения, оно вот сзади с другой стороны, а здесь на переднем плане потом просто вставляем вот это вот начало ряда сюда в черную и вот так по краю пришьем. Но это будет уже после того, как мы все свяжем и выставим. Просто в конце делаете соединительный столбик и отрезаете ниточку. И вот эта деталь будет просто, вот эта трубочка будет готова. Теперь свяжем сердце. Первый ряд. Снова делаем петелечку. 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Вяжем.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Точно так же методом крестики. Ниточку подхватываю сверху. Беру маркер. Второй ряд. С первой петелечки хвостик снова ввязываю. 6 прибавок. Первая. Прибавка. Вторая. Прибавка. Хвостик убираю. Третья. Прибавка. Четвертая. Прибавка. Пятая. Прибавка. И шестая. Прибавка. Провязали второй ряд, 12 петелечек. Третий ряд. 1 столбик без накида, прибавка, повторяем 6 раз. Первый столбик, первая прибавка, второй столбик, вторая прибавка, третий столбик, третья прибавка, четвертый столбик, четвертая прибавка, пятый столбик, пятая прибавка, шестой столбик и последняя шестая прибавка. Провязали третий ряд, 18 петелечек получается. Четвертый ряд, 2 столбика без накида, прибавка, повторяем 6 раз. 1, 2, первая прибавка, 1, 2, вторая прибавка. Продолжаем. 1, 2, шестая прибавка. Провязали четвертый ряд, 24 петелечки. Теперь по кругу продолжаем с 5 по 8 ряд включительно вяжем 24 столбика без накида. Просто по кругу. Встретимся, когда провяжем. Довязала 8 ряд. Вот так получается. Теперь делаю соединительный столбик и ниточку отрезаю. Маркер вытягиваю. Вяжем точно такую вторую деталь. Провязала 8 ряд на второй детали. Снова делаю соединительный столбик. Теперь присоединяем следующую деталь. Вот был соединительный столбик у нас.
Вот он вверху. Надеюсь, видно. И вот здесь, куда он был сделан, то есть предыдущий столбик предыдущего ряда, вставляем крючок и присоединяем, тоже делая соединительный столбик. И теперь по вот этой детали, которую мы присоединили, со следующей петелечки мы вяжем 4 столбика без накида. Это у нас будет смещение маркера. 1, 2, 3, 4. То есть это у нас будет новое начало ряда. Этот маркер я убираю и ставлю его вот сюда. Теперь вяжем 9 ряд. 20 столбиков без накида со следующей петелечки. 1, 2, 3, 4. Продолжаем. 18, 19. И теперь вот в этот соединительный столбик 20. Провязали. Теперь по следующей детали мы вяжем с места присоединения. То есть вот сюда у нас был соединительный столбик. Надеюсь, на камеру видно. И вот с этого места, ввязывая остаток, вот этот хвостик, мы вяжем 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Этот хвостик убираю. 6. Вот так получается. Продолжаем. 22, 23, 24. Это мы провязали по детали. И теперь 4 столбика без накида до конца ряда, вот до маркера. В общем, вяжем. Вот у нас будет 1, 2, 3. Вот начинаем. 1, 2, 3, 4. Провязали 9 ряд, и у нас получается 48 петелечек. 10 ряд. 19 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Продолжаем. 17, 18, 19. Подошли к центру. Теперь убавка. Убавку я делаю за передние полупетелечки. Вот подхватываю 2 передние полупетелечки и уже подхватывая ниточку снизу крючком, провязываю. Сделали убавку. Дальше вяжем 22 столбика без накида. 1, 2, 3,
Продолжаем. 20, 21, 22. Снова по центру делаем убавку, подхватываю одну полупетелечку, вторую, следующую, и уже подхватывая снизу, делаю убавку. И теперь до конца ряда у нас остается 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали 10 ряд, 46 петелечек. 11 ряд, 18 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 16, 17, 18. Теперь делаем убавку из 3 петель. Одну подхватываю, вторую по центру и третью снизу и провязываем. Сделали убавку. Дальше 20 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 19, 20. Теперь то же самое, убавка из 3 петелечек. Одну подхватила, вторую и третью. Снизу захватываем, провязали. И до конца ряда 2 столбика без накида. 1, 2. Провязали 11 ряд. У нас получается по кругу 42 петелечки. 12 ряд, 17 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 16, 17. Убавка из 3 петелечек снова. Первую подхватила, вторая по центру и третья снизу, провязали. Дальше 18 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 17, 18. Убавка из 3 петелечек. Одну подхватила, по центру вторую и третья. Еще раз. 1, 2 и 3. Вот, чтобы оставался 1 столбик еще до конца ряда. И провязываем 1 столбик без накида. Это был 12 ряд, 38 петелечек. 13 ряд, 17 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 16, 17.
Теперь убавка обычная из 2 петелечек. Одну, вторую подхватила, провязала. Дальше 17 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 16, 17. И делаем убавку из 2 петелечек. Провязали 13 ряд, 36 петелечек. 14 ряд вяжем самостоятельно, по кругу просто 36 столбиков без накида. Провязала. Теперь 15 ряд. 4 столбика без накида, убавка, повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4 и убавка. 2 подхватила, провязали. И со следующей 1, 2, 3, 4, убавка. 1, продолжаем. 3, 4 и 6-я убавка. Это мы провязали 15 ряд, 30 петелечек получается. 16 ряд вяжем самостоятельно, 30 столбиков без накида. Провязала, вот такое сердечко вырисовывается. Следующий ряд 17. 3 столбика без накида, убавка, повторяем 6 раз. 1, 2, 3, первая, убавка, 1, 2, 3, вторая убавка, 1, продолжаем, 2, 3 и 6-я убавка. Провязали 17 ряд, получается 24 петелечки. Сейчас наполняю холофайбером и 18-19 ряд провяжем самостоятельно 24 столбика без накида. Наполняю я холофайбером так, чтобы удобно было потом вязать, чтобы то есть не до самого края, чтобы потом холофайбер не ввязывался в петелечки и не торчал. Ну, в общем, вот таким образом наполняем и встретимся, будем продолжать. Наполнила холофайбером и провязала еще 2 ряда, 18 и 19. Теперь вяжем 20 ряд. 2 столбика без накида, убавка, повторяем 6 раз. 1, 2, первая убавка, 1, 2, вторая убавка,
1, продолжаем, 2 и 6-я убавка. Провязали 20 ряд, 18 петелечек получается. 21 ряд вяжем самостоятельно, 18 столбиков без накида. Провязала. Дальше 22 ряд, 1 столбик без накида, убавка, 6 раз повторяем. 1, первая убавка, дальше 1, вторая убавка, продолжаем, 1 и 6-я убавка. Провязали 22 ряд, 12 петелечек. Сейчас наполняем холофайбером хорошо, придавайте форму, которая нравится сердечку. И 23 ряд затем провяжем 12 столбиков без накида. Наполнила холофайбером и провязала 23 ряд. Теперь 24 ряд вяжем, 6 убавок, и затем необходимо будет стянуть отверстие. Сейчас холофайбер, чтобы не мешал, поправлю. И вяжем. Первая убавка, вторая убавка, и так до конца ряда еще 4 раза. Провязала 6 убавочек, ниточку отрезаю для того, чтобы стянуть и потом спрятать. Если необходимо, еще сюда можно добавить холофайбера. Я сейчас так и сделаю. Вот так, буквально чуть-чуть. Лишнее уберу. Маркер убираем. Он уже не нужен. Здесь тут узелочек. И теперь с помощью крючка или иголочки, как удобно, просто вытягиваем через каждую петелечку таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убираю вот эти лишние волосинки холофайбера.
чтобы все было аккуратненько. И просто стягиваем. Вот так получилось. Хорошо, еще сейчас подтяну. Вот так. И теперь прячем вот этот хвостик. Вот таким образом. И такое сердечко получилось. На данном этапе видео я завершу. Я надеюсь, у вас все получилось. Надеюсь, все было понятно. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. Я постараюсь ответить, чтобы у вас все получилось. Итак, в следующем видео начнем с вами вязать уже от ножек, фигуры. Вот, если не будет форс-мажоров, то завтра я постараюсь опубликовать еще одну часть. Благодарю за внимание. Всем желаю хорошего настроения, вдохновения. Благодарю за поддержку, за ваши комментарии, за лайки, за то, что подписываетесь. Мне очень-очень приятно. Я очень это ценю. Еще раз благодарю. До встречи. Пока-пока.